Что такого они видят в долине, чего не видели раньше? То, что здесь создается, это без преувеличения влияет на реальность всех людей на планете. Начиналось просто с того, что вот как бы есть буткемп и все, да? Да. И когда я помню, вот первый день я пришел в этот офис, который я арендовал, и такой думаю, что вообще я наделал? Я это потерял в один день вообще все. И еще человека куда-то втянул, да? Даже не мечтал про Америку, потому что, это казалось каким-то вообще просто, как вот сейчас, примерно на Марс летать, это вообще... в целом, да. Предприниматель очень часто перерастает свое окружение, и они становятся заложниками этого окружения. Если ты самый умный в комнате, ты уже проиграл, да? Тебе никто не помогает становиться умнее. Друзья, привет! Сегодня хочу пообщаться с очень необычным человеком. Это Руслан Гафаров, который является основателем San-Francisco Innovation Hub. Это организация, которая действует на территории, наверное, всех Соединенных Штатов. В основном проводит мероприятия в Кремниевой долине. И Руслан — это человек, который организовал тот самый знаменитый буткемп, когда в Кремниевую долину приезжают предприниматели успешные, состоятельные, любознательные, интересующиеся, и во время программы этого буткемпа знакомятся с современными технологиями менеджмента, подходами управления организацией, с технологиями, которые улучшают разные бизнес-процессы, при этом не где-то в душных аудиториях, общаясь с топ-менеджерами, ведущими специалистами крупнейших мировых компаний, таких как Google, Uber, посещая лекции прекраснейших профессоров из Стэнфорда, Беркли. Через эти буткемпы уже прошло больше, наверное, 1000 участников. Причем я сам был участником такого буткемпа, и я знаю, что это такое. Действительно необычайно интересный экспириенс. И я знаю, кто приезжает, на самом деле, на эти буткемпы, что это, я бы сказал так, скорее всего, какое бы имя в области бизнеса, лидерства или бизнес-образования мы бы не назвали, с большой вероятностью этот человек был на твоем Благодарю буткемпе. За такое представление, да. Хотел задать тебе просто несколько вопросов, потому что я очень хорошо понимаю, какой импакт ты оказываешь, да, то есть что ты меняешь в этом мире. И я знаю, что ты в области бизнес-образования, ты прям много лет. Это только в Америке уже больше 8 лет. А до этого у тебя еще большой бэкграунд в области бизнес-образования. Поэтому вопрос такой к тебе. Это интересно. Почему бизнес-образование? Как тебя в это занесло? Да, хороший вопрос. Я из Уфы родом, недалеко как раз от того места, где родился и вырос ты. У меня был ряд кризисов, да, в ходе которых были мои внутренние трансформации, потому что я родился в семье милицейского, тогда милиция была, называлась, да, не полиция. То есть не полицейского, а милицейского. Милицейского, да. Как же ты сказать? Мента скажешь, да, вроде как-то неудобно. Да. И мама моя шила всю жизнь, да, то есть она была моделью в прошлом, да, то есть ходила по подиуму, она, помню, сложные 90-е, она мне всю одежду она мне шила, потому что купить нечего было, да. Тебе повезло. Да. Кстати, моя мама тоже шила. Вау, видишь, как мы, да, прикольно. Вот. Не было человека, который мог бы мне подсказать, чем мне надо заниматься, о чем вообще мечтать. Да? То есть книжек нам о том, как правильно выбрать какую-то цель, тогда тоже в школе не давали, да? Слушай, это то, что ты говоришь, прям мне как нож в сердце, потому что мне полностью это откликается, та же самая история. Но только семья была не милицейская, а семья была рабочих, но история... Примерно фактура та же самая. Вот, я помню, как я тоже мое детство, да, я либо дома у нас, либо, соответственно, я был, помню, как у папы на работе, где он постоянно водил людей в наручниках, что-то кого-то опрашивал, допрашивал. То есть, кроме как о том, что, мечтать, идти по стопам отца, я больше ничего придумать особо не мог, потому что не было особо выбора, да, то есть, видел, что отца уважали, что за ним шли, да, то есть, много было классных людей. Слушай, большой поворот от людей в наручниках к бизнес-образованию и инновациям. Да, он был начальником уголовного розыска, вокруг него всегда было много интересных людей, я его уважал, и поэтому я решил тоже пойти в школу МВД, и уже в 18 лет я закончил школу МВД 2 года, и пошел работать в уголовный розыск. Да, то есть я работал опером всего 8 месяцев, потому что, через какое-то время я понял, что
тот подход, те ценности, та миссия, вообще те процессы и способы взаимодействия, как мы говорили, коммуникации там и так далее, ну, то есть, которые там, ну, внутри этой организации, они мне точно не подходят никак. Не близки. Да, от чего-то нового я даже о чем-то новом мечтать не мог, да, то есть, и потом у меня было прям такое дно, да, там я работал в такси, потом работал в ЖЭУ, там несколько лет со слесарями, сантехниками, кровельщиками в роли мастера, да, то есть, и я помню тоже, когда после уголовного розыска пришел работать в ЖЭУ, у меня скупая мужская слеза очень часто текла, когда я сравнивал те задачи, которые я решал в уголовном розыске, засады, дежурства, расследования, там, благодарности за раскрытие там, убийств там, и так далее, да. И здесь у меня сейчас задача ставит с утра. Так, дом такой-то, квартира такая-то, нужно починить смеситель, как бы, да, там, Руслан, да, отправь туда слесаря, или там, крыша такая-то потекла, надо там акт составить, типа, какие повреждения. И ты приходишь составлять эти акты с повреждениями, и на тебя орут, как будто бы ты им дыру там в крыше сделал и проткнул, ну, как будто я во всем виноват. И ты вынужден выслушать, ты не можешь сказать, типа, ну, типа, как бы, ну, типа, я ни при чем, да, то есть ты как бы с таким извиняющимся, как будто бы ты реально в чем-то виноват, как бы, ну, вот. И это была большая такая, как бы, ну, вот, я тогда не понимал, за что мне все эти, ну, как бы, страдания. Испытания, что это было? Да, что вообще это было? Вот, ну вот как раз вот это, наверное, во мне и родило какую-то амбицию, решимость и какую-то мечту, да, то есть что-то сделать. И я начал читать очень много книг, да, потому что у меня прям, ну, как бы я понимал, что это вообще уже дно, как бы дальше падать некуда. Вот буду читать, и все, что вот в книгах по бизнесу я найду, буду это применять. Да, то есть тогда я не понимал, как вообще бизнес делать, все, что писали в американских книгах про бизнес, они никак, ну, как бы не были релевантны тому опыту, который меня окружал, ну, когда я жил в Уфе. Я продолжал работать в найме, потом я закончил второе высшее образование, работая в ЖЭО, пошел работать в банк, я работал там в экономической безопасности. Я уже перечитал вообще все, что можно было найти тогда на Рутрекере, если помнишь, такой портал, где можно было бесплатно пиратские версии. Какой-то торрент. Да, торрент, точно, да, где можно было бесплатно. Все, что можно было там скачать, все аудио и текстовые книги, я оттуда все скачал по саморазвитию, по бизнесу. И все вообще прочитал, прослушал и понимал, что вот, ну, очередная, даже если я найду, она уже, ну, не делает меня так же, ну, как бы не мотивирует меня делать что-то. И поэтому я решил ходить на тренинги, потому что в одной из книг, я помню, Боди Шефер писал, что вот для того, чтобы там заработать свой $1 миллион, нужно там было делать там несколько вещей, в том числе ходить раз в квартал на тренинги, да, то есть, и я думаю, окей, раз он написал, то есть что мне остается? Буду как бы выполнять, да, то есть там он говорил, там, пиши блокнот, и я писал блокнот каждый день, цели вечером, там, благодарности, все вот это до сих пор, кстати, продолжаю писать, уже сколько лет. И я не читал ничего от Боди Шефера, черт побери. Да, он, кстати, немец, и я как-то был на его выступлении на Олимпийском, по-моему, когда MBA организовывали там, потому что вообще об этих книгах через MBA узнал. Он, наверное, очень много работал для сетевиков, да? Сетевика из меня не вышло, вот, я вообще даже не начинал этим заниматься, но я очень благодарен MBA, потому что они дали как раз мне вот эти книги. Вот, и когда я начал ходить на тренинги, я понял, что в этом, как бы, там, ну, как бы это имеет вообще смысл, да, то есть это меня, ну, как бы бодрит, и что самое крутое, на этих тренингах меня окружали реально живые люди, да, то есть даже не столько, может быть, сам тренер и спикер, а вот эти люди, которые меня окружали, я так был организатором, у меня была возможность общаться с теми людьми, потому что я им в итоге там и продавал сам, я работал параллельно в банке, я занимался вот этих организацией таких вот мероприятий. Сначала я ходил на них, а потом начал как бы организовывать. Вы создали бизнес, вложили в него силы, но при этом чувствуете, что завязли в рутине. В компании беспорядок, вы перегружены текущими задачами и не можете сосредоточиться на развитии, хотя такие возможности есть. Кажется даже, что вы уже прям не владелец бизнеса, а какой-то универсальный решатель всех проблем, который пытается успеть везде и повсюду и там все проблемы решить. Я сам через это проходил. И я знаю, что любому предпринимателю хочется иметь системную компанию, где все отлажено, сотрудники знают свои функции, а вы при этом занимаетесь не просто какой-то оперативкой, а вы занимаетесь стратегией развития. Компанию, где можно не только зарабатывать больше, но и иметь время на себя и на свою семью. Именно для этого я разработал систему, которая позволяет бизнесу работать без постоянного вовлечения владельца в оперативку. Я сам сейчас управляю компанией с филиалами в разных странах и с командой из 250 человек. И при этом у меня есть возможность решать, куда направлять свое время и свою энергию, свои силы. Хотите узнать, как создать такую систему в вашем бизнесе? Я приглашаю вас на мой мастер-класс «Как усилить команду, укрепить фундамент бизнеса и выйти на новый уровень». На этом мастер-классе я дам вам
Пошаговый план для делегирования 80% ваших текущих задач без потери контроля. Методику создания сильной команды, которая будет сама бороться за рост прибыли. Я дам инструменты для автоматизации ключевых бизнес-процессов, которые освободят ваше внимание для того, чтобы вы могли заниматься развитием. Стратегию, как за 60 дней высвободить 30 часов в вашей рабочей неделе для развития бизнеса, ну и, конечно, для вашей личной жизни. Представьте, ваш бизнес растет, прибыль увеличивается, а вы при этом чувствуете себя настоящим лидером, а не какой-то загнанной лошадью. Это я создал для себя в своем бизнесе и помог создать тысячам предпринимателей по всему миру. Регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс по ссылке в описании. Дайте своему бизнесу возможность расти, а себе возможность жить полноценной жизнью. Мы начинали с небольшого города, с нашего, с города Уфы, и потом мы доросли до 40 городов, 8 стран. У меня даже было там несколько франшиз, по которым я как раз развивал этот бизнес, да. И это я делал как раз в первую очередь для того, чтобы развивать себя. Вот этот момент очень интересный, потому что меня совершенно не удивляет, что ты пошел в эту область. Вообще, то, что я вижу в области бизнес-образования, просвещения, в основном работают такие люди, которыми тоже пассионарии, да, которыми двигает какой-то импульс, какая-то большая миссия, у тебя она, очевидно, изначально существовала, и импульс к познанию, и ко всему. Но в какой-то момент ты сделал это поворот, то есть ты начал этим заниматься как бизнесом, причем как бизнесом масштабным, потому что я в свою бытность, так сказать, популярным спикером в странах СНГ, я повидал много организаторов. Ты навряд ли сможешь назвать город, в котором бы я не выступал когда-то. Когда наш бизнес еще был офлайновый, то есть это сейчас мы делаем все в онлайне, а до этого ты садился в самолет, летел в Оренбург, там, проводил мероприятия, летел во Владивосток, Хабаровск и все остальное. Это то, чем я занимался там. И большинство организаторов, это очень интересно, они тоже пассионарии. То есть это люди, которым нравится делиться, которым нравится прям организовывать, распространять знания, но большинство из них маленькие. То есть эта страсть, она не приводит к созданию какой-то компании. У тебя другая история. Ты тогда уже создал 40 городов, несколько франшиз. То есть и здесь что-то... То есть это не просто пассионарство, это какая-то прям... Что это? Ну да, я думаю, что мне помогает моя такая миссия, да, потому что в 2010 году я как раз, когда начал делать первое мероприятие, да, то есть, чтобы в хронологии было понятно, в 2002 году я закончил школу МВД, в 2003 я уволился, потом между 2003 и 2008 я такси ЖЭО, да, то есть в 2008 я работаю в банке, в 2010 первое мероприятие образовательное, да, первый тренинг. И когда я первый раз уже организовал, я удивился, что я боялся потерять, и у меня были деньги, которые я очень долго копил со своей зарплаты, для того, чтобы покрыть расход, если вдруг что-то не срастется, да, потому что я понимал ответственность на себе. Я думал, эти 60 тысяч рублей, тогда было $2000, да, то есть когда у меня зарплата была $500, да, то есть когда 15 тысяч рублей, да, то есть... практически все, что можно было с годовой зарплаты отжать, да? Да, то есть я $2000 думаю, если даже у меня что-то не получится, я готов эти деньги потерять, да, то есть закрыть гонорары, помещения и так далее, но попробую, будь была, не была, да, то есть. И получилось не просто организовать классное мероприятие, а получилось заработать. И в пересчете на мою месячную зарплату я зарабатывал примерно столько же, сколько я заработал в банке. И это для меня было, вау. А так можно было, что ли, да? То есть вообще, ты, во-первых, занимаешься тем, что тебе нравится, а не делаешь скучные работы, сидишь линейкой по столу бьешь, как мне один мой знакомый говорил на работе, да? Я понял, что это прикольно, и несколько лет совмещал это с работой. И такой переломный момент был, когда я ушел с работы. Да, как раз мы познакомились, женились с Алиной, у нас Алина забеременела, и в тот момент Алина мне уже говорит, Руслан, сколько можно уже, это совмещать, работу в банке и параллельно, уже 2 года, да, этим занимался, и занятие бизнесом. Представь, сколько ты сможешь сделать, если ты уйдешь с работы и начнешь заниматься только образованием, образовательными ивентами. Тогда я делал это только в Уфе. Окей, Алина меня, взбодрила. Мне было очень страшно, потому что Алина беременная нашим первым ребенком Зариной, да, это был как раз 13-й год. Я принимаю такое, сложное решение, что я ухожу из банка,
И в тот момент Пучину, так да, сказать. вообще в никуда. То есть тогда Свободного предпринимательства. я не знал тогда, к сожалению моему, да, что там есть такие как раз проекты, как твой, да, там, и можно научиться где-то делать бизнес. Тогда еще не было там ни бизнес-молодости, когда это все начинало. Это какой год был? Это вот был, как бы, я в 2010 году только начинал, да, то есть вот это вот, да. То есть, Ну да, тогда бустер уже был, но это было только вот самое первое начало и только в Украине. Да, Что вот поэтому, начиналось в наверное, Украине. я еще и не знал, да, поэтому, наверное, я не знал. Вот. И я помню, как я нанял своего первого сотрудника, это мой был фитнес-инструктор с спортзала, куда я ходил заниматься. И его, как бы, главная характеристика, как бы, да, по которой я принял решение взять на работу, была как раз в том, что он не видел перед собой задач, которые не может решить. Ну, то есть он был очень любознательный, он был двоечник в школе, так же, как и я, да, то есть, но был очень любознательный и очень целеустремленный. И он был чемпионом мира по силовому троеборью, ну, в своем возрасте. Ну, или там какое-то призовое место занял. И это мне казалось подходящим, потому что я на самом деле не знал, кто мне нужен, какие функции, у меня же не было Тебе тренинга. нужен был кто-то, чтобы он делал все, что ты Вот, не можешь да. делать. Вот, да. То То есть, вот, да. То есть то, что я не понимал, как сделать, я все как бы скидывал на него, он как-то это все делал, короче. Занимался и маркетингом, и всем остальным, а я больше как бы занимался какими-то партнерствами, сам занимался продажами там и так далее. И когда я помню, вот первый день я пришел в этот офис, который я арендовал, смотрю на этого Дениса, как сейчас помню, Шевале его фамилия, да, то есть очень хороший парень, всегда с теплотой его вспоминаю. И такой думаю, что вообще я наделал? Как бы, ну, то есть я применял как бы там карьеру, как бы... И еще человека куда-то втянул, Да, блин, да. да? Уважение, реально, я очень старался, когда работал в банке, да, то есть меня очень ценили, очень уважали, там, ну, типа, сотни людей, да, там, куда бы я ни пришел, там, в других банках я А взаимодействовал. теперь я никто. Да, то есть, ну, там, взаимодействовал, меня реально в городе знали, все, что связано с банком, с безопасностью, меня знали, что я со всеми руководителями безопасности общался, ну, то есть у меня было какое-то окружение. Я это потерял в один день вообще все, то есть, и, как бы, мне уже там, ну, не с кем, незачем, ну, там, встречаться на те темы обсуждать, которые были, да, то есть вот есть я, зашарпанный офис, стол, который я купил с Икеи, да, там в Икее привез туда, то есть вот этот Денис, я такой сижу, думаю, блин, а теперь обратно уже как бы не откатишь, да, то есть... Не откатишь, и не меня откатишь. уже, и меня вот это, наверное, больше всего, ну, как бы бодрило и заводило, что, ну, теперь я должен, ну, как бы что-то с этим сделать. Что делать, вообще непонятно. Потихоньку, продолжая заниматься вот, ну, как бы в рамках как бы вот именно своей такой миссии помогать миру быть более осознанным, да, то есть я делал эти мероприятия. Сначала мы делали их только в Уфе. Через какое-то время я понял, что просто то количество ивентов, которые я могу организовать, в Уфе нет такой аудитории, которая может это купить, да, так часто, потому что все равно у людей какие-то есть годовые бюджеты, Конечно. которые они могут потратить на самообразование. Если я буду делать чаще, аудитория все равно одна и та же ходит. Выжгешь просто. Да, то есть я могу, ну, один раз, ну, два раза какой-то сделать ивент. Даже если они будут разные тематики, все равно у людей просто нет денег на это, да, то есть. Вот, я думаю, окей, и начал пробовать это делать в разных городах. Мы делали это удаленно из Уфы, команда начала расти. Ну, то есть ты дошел до 40 городов, франшизы, Да. а потом, вот знаешь, самое непонятное в этой истории, а потом ты решил переехать в Америку. Да. Ну, смотри, давай так. Большинство людей на такие поступки вообще не способны. Почему? Потому что сразу же вопрос, блин, я это строил, у меня уже эта команда, у меня 40 городов, у меня все эти контракты с этими лекторами, с некоторыми эксклюзив, скорее всего, на какие-то территории, Да. форматы мероприятий. У меня уже отработанные модели, у меня уже там темы отработаны, довольные клиенты, как бы денежный поток и так далее. И теперь, значит, я должен обнулиться полностью, переехать в Америку, и хрен его знает. Да. Как? Так и было. Как? В 16-м году, в 15-м году я пошел учиться в бизнес-школу Сколково. Мгм. Вот, потому что я прошел вообще все самые дорогие программы, до которых я мог дотянуться по бизнесу, потому что они реально, ну, давали мне как окружение, да, то есть так и, соответственно, интересы, новые знания, которые мне помогали развивать бизнес. Тогда уже появился там бизнес-молодость, я там был на нескольких там самых дорогих программах, там МЗС тогда назывались. Вот. И вот я уже все прошел и думаю, где я еще могу найти классных людей, где я еще могу найти интересные знания. Вот пошел в бизнес-школу Сколково, это была стартап-академия, и я посмотрел вообще на то, как можно делать бизнес, ну, и с точки зрения вообще стартапа, да, то есть как запускается стартап, как работает вообще венчурная модель, это мои были первые знания об этом. Вот. Но самое интересное, что я узнал тогда, я уже во многих видео это говорил, один из преподавателей на одном из последних уроков сказал, что фондовый рынок России — это оценивается весь, ну, там, все компании, «Газпром», там вот это все, там, Альфа-банк, Сбербанк, да, то есть оценивался тогда как по капитализации, это порядка там 600 миллиардов долларов, он говорил.
Это был, по-моему, 15-16 год. Google тогда стоил 800 миллиардов. И это мне показалось очень странным, потому что я думал, окей, типа, если русскоговорящий человек может поехать в другую страну и сделать там как бы ценности, да, для там рынка, пусть будет даже фондового, да, то есть больше, да, то есть чем все там организации, которые на территории самой большой в мире страны, с очень большим количеством талантливых людей, с огромным количеством полезных ископаемых, как вот, ну как это вообще возможно, да, то есть у меня это в голове не помещалось, и мне захотелось лично съездить в это место, да, в Америку. Я об этом даже не мечтал про Америку, потому что, ну, это казалось каким-то вообще просто, как вот сейчас я мечтаю, там, например, там, буду мечтать там о полете на Марс. Для меня тогда вот, когда для жителей Уфы там в 10-м, в 9-м году, это было для меня вот как Америка, это как вот сейчас примерно на Марс летать, это вообще в целом, да. типа Да. что-то непонятное вообще в другой какой-то жизни, вообще где я и где это Америка, как я вообще визу получу, то есть как я вот, ну, как это все решить, типа где здесь денег столько взять, чтобы туда поехать. Это было вообще просто, ну, типа, нереально, да, то есть. Но вот после Сколково я понял, что да, я хочу, и мы с Алиной как-то так вот решили, собрались, получили визу, съездили в Москву тогда из Уфы. Я в Москве, кстати, никогда не жил, да, то есть только там занимался бизнесом, но не жил. Мы съездили, получили визу, я приезжаю, и я помню нашу первую поездку, она где-то длилась примерно 3 недели, и это было и Флорида, и Нью-Йорк, и там от Сан-Диего до Сан-Франциско мы проехали все побережье, там с Лос-Анджелесом, и Невада там, да, с Лас-Вегасом, конечно же, да, то есть все, что мы видели в фильмах там голливудских, там, да, то есть мы захотели это лично увидеть, потрогать. Но больше всего меня вдохновила, конечно же, Кремниевая долина, потому что я уже, ну, когда я понял, что здесь все самое интересное происходит, да, по сути, получается, то, что здесь создается, это без преувеличения влияет на реальность всех людей на планете, да, то есть интернет, условно, там, iPhone, да, то есть который сам по себе является инновационным гаджетом, но и также он является вдохновением для всех, кто производит, условно. Ну и сейчас вот ты здесь, значит, в этом прекрасном доме, окруженный секвоями, так сказать, сверху посматриваешь там немножко на Кремниевую долину. Сейчас сюда ехал, тут олень мне дорогу перебегал. Не олень, а олененок такой маленький. Очень прикольный олененок. У тебя там зверушки, экология и все остальное. И тем не менее, вот, как бы говорится, вот Америка, вот Калифорния, которая сама по себе ого-го, да? А вот в Калифорнии есть прям Кремниевая долина. И вот здесь вот ты. То есть ты выбрал правильную точку, чтобы занять, как говорится, правильную позицию. Ну, то есть то, что тебе нравится делиться, для меня очевидно. Потому что ты сам получил знания, ты тут же начал делиться, построил вокруг этого бизнеса. И выглядит так, что вот этот Сан-Франциско Innovation Hub — это та же самая история, да? Это собственное восхищение, которая перерастает в страсть, которой ты позволяешь присоединиться и даешь возможность присоединиться большому количеству людей. В результате там мои ребята из Тайваня к тебе приезжают, в результате сначала я сам к тебе с Валентином приезжаю на буткемп, я знаю очень много моих друзей, я когда посмотрю, ну, все у тебя были, то есть все были на буткемпе, все ходили по офисам Гугла, Убера, там, Cisco с их продакт-дизайн мышлением, ну и так далее. Мета, там, а все остальные, Стэнфорд, Беркли. О, боже, я никогда не забуду этого профессора из Беркли, который рассказывал. Он смешной, мы его Crazy называем, да. Да, смешные все истории про этих там фаундеров, там, суперфаундеров и так далее. В общем, и ты этим всем начинаешь делиться и делаешь вокруг этого вот это комьюнити. Здесь прямо паттерн такой, да, такой паттерн, да, ты этим вдохновился. Так же, как когда-то в России, вдохновившись этими возможностями, знаниями в области бизнеса, ты начал строить вокруг этого бизнес, распространяя эти знания, привозя тренеров, лекторов, организуя, обучая, вдохновляя, переехав в Америку и вдохновившись, влюбившись, я так понимаю, в долину, в эту культуру, ты начинаешь это тоже сеять, через эту программу проходят люди, у них возникает какая-то новая точка зрения, новое видение, какие-то новые горизонты. Конечно, целая хреновая гора вопросов у них возникает, я тоже точно знаю, потому что я последний день общался с нашими тайваньскими ребятами, мне приходилось там на многие вопросы отвечать. Но то, что я, главное, вижу, что вот этот bootcamp и это комьюнити, это то, что прям раздвигает границы, это то, что прям создает какую-то новую точку зрения. Да? Не так много инструментария,
но есть очень много вдохновения и мотивации. Ну, а с моей точки зрения, вообще для фаундеров бизнеса, руководителей, вдохновение и мотивация – это, наверное, более ценное, потому что сегодня знания становятся commodity, да, их можно найти. Ответы на вопросы можно найти. У нас есть Perplexity, у нас есть там ChatGPT, у нас есть много чего, чтобы найти ответы на вопросы при условии, что есть желание. Вопрос тебе, а куда ты это комьюнити ведешь дальше? Мгм. Да, я согласен по поводу того, что, ну, как бы даже вот сейчас есть там AI, да, то есть если вот он решит все проблемы людей, да, то есть самый главный вопрос, который останется, да, там, которым будет заниматься человек, да, когда все вопросы будут решены, это, ну, как бы ответ на вопрос, типа, зачем, да, то есть и вообще куда, и что будем делать, да, то есть вот есть как бы AI, да, то есть, ну, вот человек нужен для того, чтобы, ну, направлять какую-то траекторию движения. Для предпринимателя тоже очень важно, как правильно сказал, что информации достаточно, GPT, Google, в помощь YouTube, вот, а типа вот что искать, в какую сторону копать, это очень важно. А по поводу комьюнити и куда мы вообще идем, да, я вижу, что вот начиная с 2016 года, вот как я начал заниматься как раз вот всем вот этим проектом, да, вот этим буткемпом в Кремниевой долине, я сам, ну, как бы очень сильно трансформировался благодаря как раз тем встречам, которые мне удалось организовать как раз для наших участников, для наших резидентов, нашего комьюнити, да. Я вместе с ребятами учусь, и вот когда я сюда приехал, я вообще не понимал, что дальше, как дальше. Я понимал, что просто нужно в этом направлении двигаться, и, ну, как бы вот внутри как-то чувствовал, что это правильное направление. Вот. И вот прожив здесь, вот, проработав здесь уже вот 8 лет, я понимаю, что самый главный ресурс, который есть у меня благодаря той работе, которую я делаю, это классные люди. Да, то есть это, во-первых, то комьюнити, которое нам удалось построить здесь, в Кремниевой долине, и, во-вторых, это то комьюнити, которое нам удалось построить такое международное, да, то есть из тех людей, которые приезжали в наш буткемп, которые понимают нашу миссию, которые понимают наши ценности, у которых есть лояльность, у которых есть доверие, да, то есть и это люди, с которыми я вижу в будущем у нас будет все больше и больше новых крутых проектов. Сегодня мы уже занимаемся венчурным инвестированием, да, вместе заходим в какие-то сделки, есть успешные сделки, есть неуспешные сделки, мы вместе проходим этот опыт. Я тоже там выступаю где-то в роли ангела, и как раз комьюнити мне помогает находить те проекты, в которые я хочу сам инвестировать как ангел, те проекты, где я хочу быть в роли адвайзера, помогать стартапам, как раз, соответственно, привлекать инвестиции, успешно выходить на американский рынок. Вот. И я вижу, что как бы мой путь, ну, вот именно в этом направлении в итоге приведет к тому, что то комьюнити, которое как раз сегодня появляется благодаря буткемпам, оно превратится в такой как бы клуб, да, то есть людей, которые уже выходя за рамки этого клуба будут создавать какие-то новые прикольные проекты. Где-то это будут венчурные, да, то есть какие-то бизнес-модели, где мы будем там с помощью синдикатов, мы уже это делаем, да, то есть более масштабно. А где-то будет, возможно, и private equity какие-то проекты, да, где мы будем находить какие-то интересные направления и инвестировать вместе в них деньги, заниматься и двигаться вперед. Ну и самое главное, то, что для меня как бы является как бы основным, в таком комьюнити я буду себя чувствовать далеко не самым умным в комнате, и это будет всегда это круто, да, это круто. Будет мотивировать и, ну, как бы побуждать меня, как бы узнавать больше, развиваться. И на самом деле, вот когда вокруг тебя много классных людей, мне будет всегда проще ответить на вопрос, а зачем и куда я хочу идти, да, то есть вот когда я просыпаюсь с кровати, да, то есть у меня вот есть четкий ответ на вопрос, типа, что я должен сделать в этом году, исходя из этого года, да, что я должен сделать там в этом месяце, исходя из месяца, что я должен сделать сегодня, да, то есть я вот прочитал книгу One Thing, начни с главного, да, то есть на русском она есть тоже. И там вот есть такая как бы постановка цели, да, то есть которая тебя мотивирует. То есть что твоя миссия, да, то есть что ты сделаешь когда-нибудь, что ты сделаешь, соответственно, там через 5 лет, через год, через месяц, и в этой неделе и день. Я вот каждый день просыпаюсь, и у меня есть четкое понимание, что я должен сегодня сделать, какая главная задача на сегодня, да, то есть и как раз вот это понимание мне помогает формировать то окружение, которое удалось создать благодаря вот, ну, той работе, которую я делал благодаря этому комьюнити. И я понимаю, что еще больше будет классных людей в нашем комьюнити, и еще более четкое понимание у меня будет того, куда и зачем я буду двигаться, куда и зачем я буду идти. И я вижу, что людям откликается то, что мы делаем, им откликаются те ценности, на которые мы строим наше комьюнити, откликается наша миссия, откликаются наши принципы, и они хотят поддержать. И мне очень приятно, что действительно вокруг меня собралось, ну, достаточное количество очень умных людей. У нас есть такое, знаешь, как у нас есть комьюнити, у нас там больше 1000 человек, которые прошли, да, там
У нас есть чатик где-то порядка там на 400 с чем-то человек. Комьюнити же не только в долине собирается. Да, То да, есть да. это и Нью-Йорк, и я знаю, что и во Флориде было, Да, в Майами. вот недавно был Тампа, Майами, Тампа. да, там периодически мы делаем ивенты в Дубае, да, то есть Мгм. меня приглашают на Бали, в Европу, там разные другие страны, то есть, да, то есть вот сегодня мне написали с Филадельфии. Вот смотри, буткэмп гениален. Мгм. Он, знаешь, буткэмп, он делает такую индоктринацию, то есть такое погружение в какую-то ценностную систему, да, потому что когда ты в процессе буткэмпа, когда ты посещаешь эти большие компании, разговариваешь с топами, разговариваешь с специалистами, там, побывал в Стэнфорде, в Беркли, там, послушал, ты как-то вот погружаешься в какую-то ценностную систему современного бизнеса, причем самого высшего уровня. Ну, то есть я не знаю, существует ли уровень как бы выше, по крайней мере, с точки зрения идеологии, идей, будущего. Ну и капитализация. Да, наверное, нет. Мгм. Да. Это даже вопрос не про деньги. Наверное, есть какие-то очень богатые и очень скучные как бы места, но вот это как раз про идеи. Да? Мгм. То есть и с точки зрения такой индоктринации, это, наверное, идеальный просто вот буткэмп, который создает сонастроенность вот этой группы людей. И ты это комьюнити ведешь, и ты это комьюнити развиваешь с точки зрения вот совместной деятельности в виде инвестиций, обмена опытом. Что-то еще, вот становясь членом такого комьюнити, вот как ты сам видишь, что... Здесь даже не совсем корректно говорить, да, что получает человек, потому что комьюнити — это всегда дорога Мгм. с встречным движением, да, что ты отдаешь, что ты получаешь, как ты помогаешь другим. Здесь вот вопрос такой, да, Какую ценность, да, что получается? меняет это в жизни людей, вот когда они, нормальные предприниматели, обычные, пройдя через буткэмп, погрузившись в эти ценности, становятся членами комьюнити, что в их жизни меняется? Благодаря комьюнити, да? Благодаря тому, что они члены комьюнити. Да. Очень хороший вопрос, спасибо. На самом деле, как бы, я сам получаю огромную ценность от того комьюнити, которое удалось создать, и понимая эту ценность, которую я получаю, я реплицирую ее для всех тех, кто, соответственно, там, приезжает ко мне, доверяет, потом, соответственно, присоединяется к этому комьюнити, и мы вместе дальше как бы организовываем разные встречи. Я могу это как в виде метафоры, да, там привести, да, что вот, например, есть спортсмен, он залез там на Эверест, он залез туда один. И вот когда он там один, у него всегда есть два выбора, потому что ему скучно, да, то есть... Ну, слазить надо. Одному, да, то есть... Скукота. Да, либо ему слазить нужно и опускаться вот, ну, там, на базовый лагерь и общаться с теми людьми, которые вот на этой высоте, да, там. Либо, соответственно, он должен помочь другим людям, как бы залезть к нему, и они там вместе смогут, ну, как бы, какой-то план дальше, как бы, разработать, да, то есть, и вот у меня всегда был запрос такой, что, да, если вокруг меня нету таких людей, которые со мной на одной волне, которые вообще понимают, про что я, да, которые не понимают про те ценности, которые мы создали, про те ценности, которые транслирует, наверное, долина, да, то есть мне становится скучно. Потому что, ну, люди часто там приехали, уехали, да, то есть все как бы, да, то есть у нас как бы связь с ними теряется, да, то есть до того, как у нас было вот это вот регулярные встречи, комьюнити, клуб. И Ну да, потому что начиналось просто с того, что вот как бы есть буткэмп, и все, да? Да. Были люди, которые супер лояльны, супер доверяют, да, то есть и рады всегда увидеть. Но не было у меня такого предложения, что реально как бы имело смысл сюда приезжать там второй раз, третий раз, пятый раз, участвовать в каких-то регулярных встречах, в наших онлайн-встречах, да, в каких-то поездках наших там, туристических в том числе. Да, то есть самое главное, что люди получают, как раз участвуя в нашем комьюнити, они получают на таком же уровне, там, условно, дохода, понимания того, как нужно делать бизнес, и самое главное, да, то есть вообще, ну, как бы понимание того, что у них есть запрос на то, чтобы дальше продолжать развиваться, да, потому что предприниматель очень часто перерастает свое окружение, и они становятся заложниками этого окружения, да, потому что какое-то время они вместе делали бизнес, но вот у кого-то получилось вырваться, заработать денег, и он получает этот респект от всего окружения, которым он, ну, как прошел этот путь, да, то есть, и с одной стороны, у него вроде есть желание, да, то есть выйти куда-то из этого круга, но с другой стороны всегда есть риск того, что то окружение, которое сформировано, которое его уже там, ну, как бы ему респектует, та зона комфорта, в которой он есть, да, то есть он может, ну, как бы этот контекст как бы разрушить, он может потерять то окружение, которое у него есть, или то окружение, которое супер лояльно, супер ему доверяет, и ничего нового не найти. И это всегда, ну, как бы мы становимся как бы такими заложниками своего окружения, заложниками даже, больше сказать, мировоззрения того окружения, которое у нас есть, да, потому что мы так просто запрограммированы с детства, да, то есть большинство из нас, не все, давай скажем, большинство из нас, мы хотим жить так, как люди ждут от нас того, как мы должны жить, да, то есть как нас программировали, условно, в детстве, да, то есть
как нам условно Ну, там может быть, да. делать те или иные вещи, да, там, как нам, не знаю, там, как нам выглядеть, как нам говорить, как нам одеваться, как нам, ну, вообще делать вообще все. Потому что если мы делаем что-то не так, как от нас ждут, то мы очень часто получаем, ну, какое-то осуждение очень часто, да, то есть, вот. И, соответственно, мы все заложники того окружения, в котором мы. И, соответственно, то, что я вижу, вот ту проблему, которую главное мы решаем для тех людей, которые присоединились к нашему комьюнити, что они приобретают принципиально новое комьюнити на принципиально других ценностях. И один из наших принципов комьюнити — это инклюзивность, да, то есть мы верим в то, что каждый человек на Земле живет внутри своей собственной вселенной, всегда поступает наилучшим образом из видимых возможных, заслуживает поддержки, уважения, любви, потому что проходит уроки, совершая ошибки, да, то есть таким образом мы можем получать уроки, какие-то ошибки совершаем. Самые классные там трансформации у меня всегда были после каких-то кризисов, да, то есть и мы просто позволяем каждому человеку внутри нашего комьюнити быть таким, какой он есть, и очень стараемся, как бы, кроме тех принципов, которые вот, ну, как бы у нас есть в комьюнити, не транслировать никаких своих ожиданий на человека о том, как он должен себя вести, выглядеть, там, говорить, там, и так далее. Да, то есть, и когда человек получает, что такое комьюнити, он даже не знает, что такое возможно очень часто. Он никогда такого не встречал, что, о, вау, я могу вот быть таким, какой я хочу быть, ну, то есть, среди вот этих людей, да, то есть, о, вау, я могу там говорить, что я хочу. Вместо того, что, ну, посмотри на себя, ты кто вообще? Вот, да, понимаешь, то есть, они перестают бояться, ну, быть самими собой, перестают, и в то же время они имеют рядом с собой крутых людей, которые на высоком уровне осознанности, которые уже сумели заработать денег, у которых очень похожие проблемы, у которых есть деньги, дети, да, то есть семьи, да, то есть я недавно делал как раз опрос, буквально летом, больше 100 человек нашего комьюнити опросил, да, то есть где-то 80% есть дети, да, то есть... Да, ты знаешь, здесь еще одна есть такая история простая, что, как по мне, вот, ну, наше окружение всегда на нас влияет. Ты упомянул такую вещь, что не хочу быть самым умным в комнате, и это правильно. Потому что если ты самый умный в комнате, ты уже проиграл, да. Тебе как бы тебе никто не помогает становиться умнее. А как ко мне, вот правильно, комьюнити, ты знаешь, какая-то определенная частота вибраций высокая. Вот ты благодаря вот этому туру, да, благодаря вот этому буткемпу, ты настраиваешься на какую-то частоту вибраций определенную. А потом ты возвращаешься как бы в обычную реальную жизнь со всеми проблемами в какой-то еще другой стране, в какой-то другой индустрии, далекой от того, как это происходит в Bay Area, в Кремниевой долине. И ты вот эту частоту вибрации ты начинаешь терять постепенно. И вот чем кайфово комьюнити, любое, и наше в том числе, у нас же на Бустере тоже есть свое комьюнити, это то, что, находясь в комьюнити, ты вот эту частоту вибрации, ты ее сохраняешь. Сохраняешь, просто общаясь даже с этими людьми. А когда ты ее сохраняешь, то все, что ты делаешь, вот этим наполнено. Оно по-другому получается. Это сложно действительно объяснить, но вот у меня такая аналогия вот с такой вот частотой вибрации, которую ты просто благодаря правильному окружению, правильному комьюнити, ты сохраняешь и потом получаешь результаты. Потом сейчас спросить, ну, как бы, ну, вроде как бы, ну, что тебе это дало? Ну, тебе же никто не посоветовал там, как в твоем бизнесе там что-то разрулить, там, скорее всего, да. Никаких шаблонов готовых твердых инструментов не дал и так далее, но, понимаешь, да? То есть, но вопрос, на какой частоте ты вибрируешь и какими ценностями руководствуешь, насколько ты это можешь сохранять, это прям сильно влияет на результат. Поэтому я думаю, что это какая-то такая история, и поэтому мне лично кайфово быть членом твоего комьюнити. Спасибо. Бывать на мероприятиях. Я прям переживаю из-за того, что я вот на следующее мероприятие не могу попасть там из-за своего графика. Я прям реально переживаю. Я бы хотел быть так же, как я был на твоих прекрасных GPT-пати. Да, вот. Благодарю за интересные выступления. Потом выкладывал на YouTube, очень зашло то, что... Да, мне самому это было интересно, потому что... И почему интересно? Потому что люди такие, потому что фокусировка такая, понимаешь, вибрации такие. Ну ладно, хорошо. Скажи мне, ответь мне на такой вопрос. Вот ребята, предприниматели, которые приезжают на буткемп, они разные, они из разных видов бизнеса, зачастую очень далеких от того, что они видят в Uber, в Google, в Мете там, и так далее. Какие в основном осознания у них? То есть что такого они видят в долине, чего не видели раньше? Что на них производит больше всего впечатление, то, что меняет как-то их точку зрения?
Я думаю, что самое главное, то, что они видят, и то, что их цепляет, это вообще масштаб предпринимателя, который отважился изменить реальность всех людей на планете. Ну, то есть, потому что любая большая компания начинается с человека, который вообще отважился ее основать. И в рамках этой отваги, да, то есть он вообще для себя сформулировал какое-то новое видение, в котором будет жить вообще все человечество. Потому что если ты, будучи фаундером какой-то IT-стартап, IT-компании в Кремниевой долине, да, которая двигается по венчурной модели, если у тебя нету вот этого видения того, как ты изменишь жизнь всех вообще людей на планете, то тебе просто к тебе не присоединятся крутые кофаундеры, которые могут это выполнить, да, то есть ту технологию, которую ты хочешь развивать. К тебе не присоединятся там ангелы, адвайзеры, и тебе не дадут денег просто венчурные инвесторы. Ну, как бы ты вообще просто сразу по умолчанию обречен. Скучно, иди отсюда, да. Денег не дают. Если ты хочешь просто заработать денег здесь, да, то есть и точка, да, то есть ты не сможешь никого обмануть. Ну, то есть венчурные инвесторы там уже выслушали там десятки тысяч питчей, да, то есть каждый день там инвесторы приходят там по 100 вопросов. Есть особо гениальные там Кэти Холмс там и так далее. Бывает пробои в системе, да, но это редкость. Да. Ну вот если вот даже взять, например, там Apple, да, то есть это вот мой кумир, да, Стив Джобс, благодаря ему я приехал в Кремниевую долину в том числе, да, потому что я перечитал вообще все книги про него, да, то есть он реально был, ну, как бы по-хорошему сумасшедший, верил в свою идею, часто в нем там сомневались его окружение, да, то есть... Но не вот часто, они же прямо как Уолтер Айзексон написал в книге. Он как поле искаженной реальности. Он жил в поле искаженной реальности. Все время практически. Вот, да. Но благодаря как раз этому искажению он и смог эту реальность, ну, как бы он подстроил, по сути, реальность под свое мировоззрение. Да? То есть и вот как раз вот фаундеры и основатели вот этих компаний, они как раз этим и отличаются, что в их голове есть вообще другая реальность, которая сильно отличается от той реальности, в которой живут как бы нормальные люди, да, то есть, так скажем, да, вот, и вот как раз вот, когда приезжают ко мне предприниматели, и они знакомятся с фаундерами таких стартапов, они знакомятся с культурами таких организаций, они видят, ну, насколько вообще сумасшедшие идеи, да, то есть, как они рождаются, как они воплощаются, вот то, что вообще сейчас кажется, что больше какая-то фигня, нереально, как бы, да, то есть, что вообще люди делают, да, то есть, как это может заработать. И они как бы смотрят это раз, два, три, у них появляется определенная насмотренность, они смотрят на это с разных сторон. Ну, там, как мы говорили, с точки зрения именно культуры, менеджмента, как это работает внутри организации, с точки зрения стартапа, как он привлекает инвестиции, потому что мы с фаундерами тоже встречаемся, они рассказывают о своих сумасшедших идеях, о своих победах и промахах, да, о своих провалах они рассказывают, да, о своих ошибках рассказывают. И это вообще просто, ну, выглядит, да, знаешь, что очень вдохновляюще, потому что, ну, вот, например, один из моих там друзей, да, то есть он рассказывает обычно очень такую историю, вдохновляющую меня в первую очередь, да, то есть что, как он поднимает денег, да, то есть часто бывает, люди приезжают в долину и говорят, познакомь меня с кем-нибудь, я вот тут стартап там сделал, да, познакомь меня с кем-нибудь с инвесторов, чтобы они мне денег дали. Ну, то есть, как бы, я им всегда рассказываю историю вот этого Данила, да, то есть, он не идет и не говорит там, ну, типа, ребята, познакомьте меня с кем-то, да, то есть, и когда, говорит, ко мне даже приходят, ну, такие люди говорят, познакомьте с кем-то, я ни с кем его не могу познакомить. Потому что он понимает, как он поднимал деньги. А он поднимает деньги следующим образом. Он делает сначала как бы определяет целевую аудиторию вообще потенциальных инвесторов его проекта, определяет ту стадию, на которой он поднимает деньги, например, это будет ранняя стадия, да, то есть он идет по интернету, парсит вообще все данные, которые можно спарсить о том, какие вообще инвесторы когда-либо инвестировали в его индустрию, отбирает оттуда тех тех инвесторов, которые инвестировали там, например, в эту индустрию там за последние 5 лет, чтобы там какие-то совсем уже, ну, которые не в теме, да, то есть, соответственно, у него появляется большой список. Потом он этот список сопоставляет с своей страничкой в LinkedIn, делает вообще как бы автоматически там, да, то есть с помощью как раз там разработанной им собственными руками, да, то есть как бы программы, да, то есть подборку тех контактов в своем LinkedIn, у которых есть как бы коннекшены с теми людьми, которые вот из этого списка, которые ему интересны. К этой работе он готовится там где-то там полгода-год. И потом, соответственно, он уже делает список, кому когда нужно как бы написать, и там берет полностью там 2 месяца, да, то есть освобождает вообще от всех встреч, от вообще всей операционки, передает, готовится к этому осознанно, да, то есть все, что можно передать, передает команде, и 2 месяца он проводит только встречи. Как он эти встречи проводит, да, то есть он, соответственно, пишет всем своим друзьям, которые имеют общих знакомых, да, там в LinkedIn, познакомить их, соответственно, просьба, да, познакомить их с какими-то конкретными инвесторами. И он даже специальный скрипт разработал, да, что типа: «Привет, Вася, я вижу тебя в друзьях, Петя,
Петя инвестирует в эту отрасль уже столько-то лет, у него были вот такие-то компании, мы такая-то компания, похожа на то, что он инвестировал. Я думаю, что если ты сделаешь интро, ему может быть, ну, это знакомство может быть, ну, как бы интересно обоим. Типа, перешли это письмо. Он прям даже делает такой, как бы в конце call to action, да, то есть перешли это письмо. Понимаешь, да? То есть, и, соответственно, когда он делает это таким образом, он получает огромное количество интро с людьми, которых он вообще не знает. Ну, такой нетворкинг на стероидах. Вот, да, то есть и именно таким образом у таких людей очень часто получается поднимать деньги, потому что нельзя просто вот так вот прийти, да, то есть и сказать там, эй, там, познакомь меня с кем-то, да, потому что когда человек не понимает, в какой индустрии, там, инвесторы из какой индустрии, на какой стадии, там, да, то есть, ну и так далее, там очень много вопросов, детализации, да, то есть, и когда так человек просто вот, ну, начинает даже таким образом с тобой разговаривать, ты сразу начинаешь понимать, что человек просто вообще не в теме. Да, то есть и как бы заниматься его образованием, скорее всего, приведет к тому, что у человека будет много скепсиса, люди начинают спорить, объяснять, доказывать и так далее. Я тоже как-то начинал, да, там, объяснять людям, что так, ну, не делается, да, то есть. Но когда люди начинают с тобой спорить, я как бы, ну, теперь даже это не объясняю, потому что я понимаю, что это, скорее всего, это, ну, как бы не будет, ну, ничем это не закончится. Я говорю, как бы, ну, часто я просто говорю, да, окей, я буду иметь твой запрос там, в виду, если вдруг у меня будет какая-то такая возможность... То есть, если Руслан вам говорит, что я буду иметь твой запрос в виду, вы же знаете, что это ничего не значит. Вот, ну а как вот еще... Это значит, иди и образовывайся, блин, сначала. Разберись в каких-то фундаментальных вещах. Я тебя очень хорошо понимаю. Я вчера разговаривал с одним предпринимателем, и он там просто с удовольствием мне рассказывал, как он придумал какую гениальную идею, как поднять инвестиции от неквалифицированных инвесторов, чтобы финансировать его проекты, что он это делает ради того, чтобы помочь этим людям как бы заработать. Я его слушал и думал, господи, мне даже сложно понять, с какой стороны теперь как бы все это распутывать, потому что он точно все это запутал, он точно попал в неприятности, он точно в неприятности завел большое количество людей, то есть теперь у меня только вопрос придумать способ, какой стороны это начать все распутывать, то, что он там запутал. Почему? Потому что он не в среде, у него отсутствует понимание основополагающих каких-то простых принципов, а если бы он был в комьюнити, если бы он был в среде, то есть он бы это услышал, он бы это узнал, и он бы не наступал как бы на эти грабли и так далее. Ну да, здесь как бы очень важно действительно, когда вот, например, там человек уже прошел буткэмп, для него вот, ну, все вопросы, о которых я сейчас вот, ну, как бы, ну, говорю, да, то есть они сразу с него как бы, ну, как бы слетают, да, потому что, например, у меня огромное количество тоже предпринимателей очень успешных, которые очень, ну, хорошо уже заработали, да, там миллионы, десятки, сотни миллионов долларов, они ко мне приезжают и говорят, вот у нас есть стартап, да, там, что нам делать? Я в первую очередь таким людям говорю, ты сначала приедь в буткэмп, посмотри, и потом мы с тобой поговорим. В рамках буткэмпа эти предприниматели могут понять, что да, действительно, в условном спортивном зале есть очень тяжелая штанга, но не каждый спортсмен может эту штангу оторвать от пола. И вот даже если его идея там супер крутая, там огромный рынок там, и так далее, он просто, посмотрев на тех фаундеров, ну, которые сегодня занимаются решением глобальных проблем, там, да, то есть которые есть, посмотрев на тех инвесторов, на те запросы, на те критерии, по которым они отбирают проекты, он может понять, что он просто пока, он как бы не то, что не готов. Ну, он пойти пока тренироваться на кошках какой-то. Он даже не захочет просто настолько сильно, ну, напрягаться, да, то есть, и он часто выбирает быть просто не тем человеком, который, условно, лезет на Эверест, а быть тем человеком, который вот там сидит в базовом лагере и там кашу варит ему. Ну, то есть как бы поддерживает, там, инвестирует, помогает, дает какие-то там советы и там, не знаю, там аудиторию как-то, не знаю, как вот, ну, понимаешь, да, о чем я? Вот. Да, конечно, понимаем. Ну, ты молодец, ты выбрал прям хорошее, наверное, лучшее место на планете. Я сейчас не только об этом прекрасном лесе из секвой, который нас окружает, я имею в виду долину вообще. Вот, наверное, самое лучшее место на планете для того, чтобы вдохновлять людей, показывать им возможности и формировать это комьюнити. И это, кстати, говорит об одной простой вещи. Это тоже такое интересное наблюдение, бизнес-урок, что когда ты задумываешь какую-то идею, задумываешь какой-то бизнес, место, где ты это делаешь, имеет большое значение. Люди, с которыми ты это делаешь, имеют большое значение. Оно во многом определяет. То есть ты будешь лететь, и, так сказать, по ветру, и паруса твои там будут раздуваться, либо ты будешь просто там сопротивляться какому-то урагану из камней и пытаться выжить, да. То есть, ну, у тебя классная на самом деле идея, и то, что ты делаешь, ты помогаешь другим, тоже достаточно легко.
гораздо лучше, масштабнее делать бизнес. Спасибо тебе большое. Да, спасибо, Александр. Спасибо за твои вопросы.